Привет, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И в этом видео я поделюсь с вами одним из итальянских рецептов фаршированных баклажанов. Рецепт несложный, ингредиенты доступные, а блюдо получается безумно вкусное. Я думаю, любители баклажанов его точно заценят и скажут мне спасибо за этот рецепт. Ну и не забудьте подписаться на мой канал, у меня еще много интересных рецептов для вас. А сейчас пойдемте готовить их вместе со мной. Для этого рецепта советую взять крупные баклажаны. Я буду готовить из 3 штук. Ну и приступим. Хвостик отрезать не будем. За счет этого при выпекании баклажаны лучше сохранят форму. И разрезаем их вдоль пополам. Затем вырезаем мякоть, оставляя бортики примерно в 1 сантиметр. Ничего не выкидываем, мякоть нам еще понадобится. И создаем вот такие лодочки. А теперь все эти лодочки нужно посолить. Затем я добавляю немного сладкой паприки. И поливаю оливковым маслом. Вот таким вот образом. А теперь выкладываю их в форму для выпекания и отправляю в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю примерно 20 минут. А теперь приготовим 500 грамм томатного сока. Я перебила блендером консервированные помидоры. Дальше мякоть баклажанов нужно нарезать средними кубиками. Нарезали, а теперь в сковороду наливаем немного растительного масла и нарежем мелко 2 зубчика чеснока. И для легкой пикантности добавлю красного молотого перца. Слегка поджариваю чеснок и добавляю нарезанную мякоть баклажанов. Стараюсь часто помешивать, чтобы баклажаны хорошо поджарились со всех сторон одновременно. Когда баклажаны поджарились до такого состояния, добавляю томатный сок. Тем временем вынимаем из духовки наши запеченные лодочки. И возвращаемся к нашей подливке. Немного перемешиваем и затем присаливаем. И еще я добавляю ложечку сахара, он устранит кислоту помидор. Затем добавляю ложечку овощной приправы. Хорошенько все перемешиваю и оставляю тушить на среднем огне примерно 15 минут, пока подливка немного не загустеет, но время от времени перемешиваю. Когда подливка загустела, добавляю пару листиков свежего базилика, просто рву его на кусочки. Если у вас нет свежего, можете добавить сухой, а еще вместо базилика, кому нравится, можете добавить орегано. Перемешиваю и выключаю, наша подливка готова. А теперь нужно натереть примерно 50 грамм сыра пармезан. И натираю я его на самой мелкой терке. Дальше нам еще понадобится 250-300 грамм моцареллы. Моцареллу я нарежу кружочками. Ну и приступим к формированию наших лодочек. На дно я выкладываю по 2 кружочка моцареллы.
Затем рву на кусочки листочки базилика и выкладываю сверху. Дальше заполняю соусом. Затем обильно посыпаем пармезаном. Сверху снова выкладываю кусочками моцареллу. Снова добавляю кусочками листья базилика. Он придает блюду особый аромат. Затем снова выкладываю подливку. Девочки, рецепт я обязательно оставлю в описании под видео, так что заглядывайте. Если есть необходимость, немного выравниваю ложкой. И в конце обильно посыпаем пармезаном. Можете еще посыпать немного любым твердым тертым сыром, но это по желанию. И теперь эту красоту можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 200 градусов и выпекаю минут 20, но все зависит от особенностей вашей духовки. Выпекайте, пока сыр не расплавится и не станет красивого румяного цвета. И вот такие аппетитные лодочки из баклажанов мы с вами сегодня приготовили. Блюдо получается очень ароматным и вкусным, да и в подаче выглядит очень даже презентабельно. Поэтому такие баклажаны можете приготовить даже к праздничному столу. Давайте покажу и в разрезе. Посмотрите, как это аппетитно выглядит. Баклажаны получаются вкусными, нежными и очень сытными. Обязательно приготовьте, вам точно понравится. Если вам понравился рецепт, ставьте пальчики вверх, а в комментариях мне напишите, из какой страны или города вы меня смотрите. Мне так интересно. Ну и встретимся в следующем видео. До скорой встречи!